Обязательно нужно добавить ложку сметаны. Приятного аппетита! Это очень вкусно. Привет, друзья! Сегодня готовим настоящий смачный украинский борщ. Нам понадобится свекла, картофель, лук, обязательно томаты, 1 морковь, чеснок, много зелени и, конечно же, мясо на косточке для наваристого бульона. Первым делом приступаем к приготовлению бульона. Мясо выкладываем в кастрюльку и заливаем холодной водой. Отправляем на плиту и даем закипеть. После того, как бульон закипел первый, его нужно слить, промыть мясо и заново залить водой и поставить вариться. Первую воду сливайте обязательно. Она грязная, там остатки крови, а второй бульон будет более прозрачным. Для зажарки нам нужно нарезать 1 луковицу и потереть на терке 1 морковь. Когда бульон наш закипел, добавляем сюда соль, любую приправу для супа. У меня это сушеная зелень и лавровый листик и перец черным горошком. И теперь на маленьком огне пускай все это у нас готовится. А мы приступим к готовке нашей поджарки. На небольшом количестве растительного масла обжариваем лук с морковью. Добавляем наш лучок, чесночок, морковочка. Сильно обжаривать не нужно, пускай немножко притомится, пару минуток. Периодически помешиваю. Томаты также мелко нарежем. Убираем плодоножку обязательно. Добавляем наши томаты к нашей зажарке. Их можно заменить обычной томатной пастой. Свеклу измельчаю блендером на крупной насадке. Вы можете просто потереть на терке. Вот какие кусочки полосками у нас получились. Также добавляем свеклу к нашей поджарке. Возьмем из бульона, добавим ложечки 2 жидкости. Можно еще одну.
и протушим хорошо нашу поджарку. Также я решила добавить на этом этапе специи. У меня будет молотый кориандр. Для остринки паприки добавим сушеной. И ложечку маленькую чайную сахара. Также добавим немножко яблочного уксуса. Можно сок лимона добавить. Все хорошо вмешиваем. Вкус уже балансируйте под себя, как вам больше нравится. Кисленькое, сладенькое, остренькое. Кислинку добавляете обязательно любую. Она запечатает вот именно этот красивущий, насыщенный, который нам необходим, красный цвет нашего борща. Картофель нарезаем любым удобным способом для вас. Нарежу кубиками. Добавляем в бульон картофель. Поджарка наша уже приготовилась, а картофель пускай покипит несколько минут до полуготовности. Если вы сразу добавите поджарку, то картофель будет долго вариться, так как в поджарке есть кислинка. Картофель наш уже практически готов. Теперь добавляем в бульон нашу поджарку. Перемешиваем хорошо. И на этом этапе добавим чесночка. Я добавлю много, у меня молодой, ароматный, хрустящий. А сейчас нарежем много зелени. И еще подрежем зеленого молодого лучка. Чего-чего, а зелени мало точно не бывает. Особенно весной. Борщ наш настоялся, приготовился. Посмотрите, какой красивый насыщенный цвет. Сейчас покажу, как он будет выглядеть на тарелочке. Посыпаем наш прекрасный, ароматный, насыщенный борщ свежей зеленью.
обязательно нужно добавить ложку сметаны. Приятного аппетита! Это очень вкусно. Сейчас пробуем наш борщ. Як смачно! Класс!